Всем привет и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я хотела бы поделиться с вами очень вкусным рецептом молочной девочки с красной смородиной. Я делала этот тортик для своего двоюродного брата, так как у них скоро будет бебечка, поэтому у меня вот такое вот украшение на торте. И начинать мы будем с ягодной начинки, для которой нам понадобится красная смородина или любая другая ягода, какую вы захотите, малина, клубника, 250 грамм, вода 50 мл, лимонный сок 20 грамм, кукурузный крахмал 25 грамм и сахар 60 грамм. Ягода у меня была замороженная, но я ее прям так отправила в сотейник, чтобы она у меня разморозилась и нагрелась. Тем временем я смешала кукурузный крахмал и воду. После того, как ягода полностью разогрелась, я добавила сахар, хорошенько перемешала, следом добавила лимонный сок и снова хорошо перемешала. После этого просто даю закипеть, чтобы прям вот конкретно как у меня на видео. И добавляю смесь из кукурузного крахмала и воды. Буквально через 1-2 минутки при постоянном помешивании вы заметите, что ваша конфи загустела и такие пошли, как бульбушки. Перекладываем в чашу, закрываем пленкой в контакт и отправляем остужаться. Для теста нам понадобится 2 банки сгущенного молока, 4 яйца, сливочное масло 82%, 200 грамм, мука 400 грамм, 1 пачка разрыхлителя и щепотка соли. Вбиваем 4 яйца в чистую и сухую миску, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером. Это также можно сделать ручным миксером или просто венчиком, так как это тесто очень легко взбивается. Добавляем сгущенное молоко. Снова все перемешиваем. Сливочное масло я растопила в микроволновке и остудила до комнатной температуры. Разрыхлитель я добавила в муку и просеиваю в тесто. Снова все перемешиваю, буквально 1-2 минутки, чтобы у нас получилась однородная масса. Вот такой вот консистенции у нас с вами получается тесто, оно очень вкусно пахнет. Для выпечки нам понадобится противень, пергаментная бумага, чаша или крышка, чем мы будем отмерять наши коржи, и шпатель. У пергаментной бумаги я вот так вот загибаю уголки, чтобы она снова не сворачивалась в рулон. Выкладываю пару ложек теста и шпателем делаю вот такие вот равномерные кружочки. Отмеряю эти кружочки моей чашей, у вас может быть это крышка, чтобы немножко выходило за края. Перекладываю корж на противень и отправляю выпекаться при 200 градусах примерно 7 минут каждый корж. Потом я его обрезаю при помощи своей чаши, вырезаю вокруг, но пергаментную бумагу я полностью не убираю и вот так вот складываю коржи друг на дружку. Если вы уберете пергаментную бумагу, то коржи у вас склеятся, так как на сгущенном молоке они получаются липкие. Для ганаша нам понадобится сливочное масло комнатной температуры 82%, 150 грамм и шоколад 250 грамм. У меня был белый кувертюр.
Сливочное масло взбиваем миксером. У меня миксер 400 Вт, и я взбивала около 7 минут до вот такой вот белой пушистой массы. А белый кувертюр я в микроволновке поэтапно растопила, отправила к сливочному маслу и взбила еще примерно около 5 минут. Ганаш накрываем прозрачной пленкой в контакт и отправляем в холодильник. Для крема нам понадобится маскарпоне 550 грамм, можно взять сливочный сыр, ванильный сахар 1 пачечка, ванильный экстракт половина чайной ложечки, сахарная пудра 100 грамм и сливки 32%, 350 миллилитров. Все смешиваем в одну чашу и взбиваем миксером до вот такой вот пышной массы, как у меня на видео. Ну и приступаем к сборке торта. Для того, чтобы торт у меня не ездил, на подложку я намазала немного крема и начинаю собирать по очередности корж, крем и ягодная прослойка. И снова корж, крем, ягодная прослойка, пока у нас все не закончится. После того, как торт полностью собран, наношу сверху черновой слой крема, который будет способствовать тому, чтобы в ганаш не попадали крошки. После этого очищаю подложку, обматываю торт ацетатной пленкой, одеваю кольцо для стабилизации, сверху накрываю торт в контакт пищевой пленкой, чтобы он не заветрился, и отправляю на ночь в холодильник. За ночь ганаш в холодильнике застыл, и в микроволновке интервалами по 15 секунд разогреваем его снова до жидкого состояния. Торт за ночь стабилизировался и пропитался. Теперь можно приступать к выравниванию тортика. У меня пока что выравнивание не очень хорошо получается, но сколько я смотрю других кондитеров, блогеров, которые занимаются этим вкусным делом, они все твердят в один голос, что выравнивание – это самый долгий и нудный процесс в приготовлении торта. Но я буду продолжать тренироваться и надеюсь, что в скором времени у меня это будет получаться хотя бы чуть-чуть получше, чем сейчас. Как я сказала в начале видео, торт это для моего двоюродного брата, который объявили всем родным и близким, что у них скоро будет бебечка. По этому поводу я решила залить темперированный шоколад в силиконовую форму в виде новорожденного ребенка на мягкой подушечке. И подушечку я разукрасила кондурином с водкой зеленого цвета, а шапочку и трусики золотым цветом. Водка в итоге выветривается, и ее там очень мало, поэтому не страшно, если это будут кушать дети или беременные. Также в силиконовой
Я залила буквы, окрасила их также в зеленый цвет. Там написано «Bin bald da» на немецком, и переводится это на русский как «Я скоро буду». Вот такой вот торт у меня получился, и вот так он выглядит в разрезе. Он очень нежный, сладкий, и в тот же момент присутствует кислинка за счет смородины. Торт всем понравился, и я надеюсь, что вам захочется повторить эту молочную девочку по моему видео и рецепту. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, я буду рада новым встречам. Всем спасибо, всем до следующего раза и пока-пока.